Главные новости этого дня. Сегодня утром в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован в реанимационное отделение больницы известный советский и российский актер Михаил Ефремов, который на данный момент находится в местах лишения свободы. По словам лечащих врачей, у Михаила Олеговича обострились хронические заболевания, болезнь легких, сердечная и дыхательная недостаточность. Ранее появлялись сообщения, что Михаил Ефремов по состоянию здоровья может выйти на свободу раньше времени, однако в дальнейшем эта информация не подтвердилась. Очень приятная новость о сотруднице антикоррупционного комитета, известной актрисе Наталье Варлей. Наконец-то спустя годы была восстановлена справедливость. Наталье Владимировне Варлей 2 дня назад было присвоено звание народной артистки России. Наталья Варлей стала заслуженной артисткой еще в 1989 году. Однако с получением народной возникли большие проблемы, связанные с конфликтом актрисы с Министерством культуры. Однако спустя годы удалось восстановить справедливость. Сегодня рано утром недалеко от границы с Финляндией был арестован средний сын известного музыканта Андрея Макаревича Николай Макаревич. Молодой человек имел при себе заграничные документы и сумку с большой суммой денег. Существует версия, что сын Андрея Макаревича собирался незаконно покинуть Россию, так как в Финляндии у него проживают близкие родственники. Печальная новость о члене комитета и известном советском и российском композиторе Юрии Антонове. Большой любитель домашних животных Юрий Михайлович Антонов накануне вечером прямо в своей квартире получил тяжелую травму. На данный момент в доме у известного композитора проживают 18 кошек и 10 собак. Совсем недавно Юрий Михайлович решил взять домой еще одну собаку редкой бойцовской породы, что и привело к печальным событиям. Собака плохо поддавалась дрессировке и еще не адаптировалась к новому хозяину и месту проживания. Вероятно, по этой причине она нанесла ранение Юрию Антонову. Юрию Михайловичу оказали медицинскую помощь, однако отказываться от новой собаки он не намерен. Очень непростые времена переживает Организация по борьбе с преступностью и коррупцией. Массовые гонения начались на антикоррупционный комитет Никиты Михалкова. Сотрудники организации Александр Розенбаум и Евгений Сидихин поделились печальными новостями. К сожалению, многочисленные жалобы со стороны коррупционеров, чиновников, министров и преступных элементов российского шоу-бизнеса дали свои негативные результаты. Только за последние 5 дней на территории Российской Федерации было закрыто 7 филиалов антикоррупционного комитета в таких городах, как Нижний Тагил, Владивосток, Липецк, Воронеж, Ульяновск и Калининград. По словам главы комитета Никиты Михалкова, недоброжелатели организации подобным образом пытаются запугать сотрудников антикоррупционного комитета и пытаются заставить их прекратить свою работу. Однако, по словам руководства организации, повода для паники нет. В данном случае время работает на антикоррупционный комитет. В последнее время у команды Никиты Михалкова становится все больше доброжелателей в Российской Федерации и ближнем зарубежье. В основном это представители бюджетных профессий, пенсионеры, а в последнее время в антикоррупционный комитет изъявили желание вступить бывшие участники спецоперации. По словам Никиты Сергеевича Михалкова, закрытие филиалов антикоррупционного комитета – это временное явление. На месте происшествий уже на данный момент работают сотрудники Следственного комитета товарища Бастрыкина. И в скором времени филиалы комитетов заработают с новой силой. Семью известной певицы, дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте,
обокрали в Новой Зеландии во время туристического отдыха. Кристина Орбакайте вместе с дочерью много путешествует по миру благодаря успешному супругу-бизнесмену. На этот раз они отправились в Новую Зеландию и остановились в уютной гостинице на берегу озера Ривера. Как стало известно, Кристина Орбакайте и ее супруг Михаил Земцов вышли из гостиницы с крупной суммой денег, так как собирались отправиться в торговый центр. Однако перед этим решили искупаться в озере и оставили все вещи на берегу. По предварительным данным, у семьи Кристины Орбакайте было похищено более 100 тысяч долларов и банковские кредитные карты. Преступники, совершившие ограбление, задержаны не были. Трагически погибли два участника музыкальной группы «Гуляй поле». Данная группа была хорошо известна в 90-е годы прошлого столетия. Погибли музыкант и солист Николай Бычков и Алексей Николаев. Как сообщает пресса, смерть музыкантов была трагична. Находясь на гастролях в городе Владивостоке, они отправились на рыбалку и охоту и стали жертвами нападения медведей. Стало известно, что музыканты очень близко подошли к медведям и попытались их сфотографировать, что и привело к трагическим последствиям. Новости криминального характера. Сегодня утром в Санкт-Петербурге в Центральном морге был обнаружен молодой российский певец, артист, сын известного советского и российского композитора Игоря Крутого, Арсений Крутой. 35-летний сын Игоря Крутого не был сотрудником антикоррупционного комитета, однако, по словам полиции, его смерть имеет криминальный характер. В результате следственной работы удалось установить, что в последнее время преступные элементы Санкт-Петербурга вымогали у сына Игоря Крутого крупную денежную сумму – более 100 миллионов рублей. Вероятно, по этой причине и произошла трагедия. Надо отметить, что сам композитор Игорь Крутой еще не восстановился после тяжелого ранения, которое получил при нападении на поминках известного композитора Вячеслава Добрынина. Игорь Крутой до сих пор находится в больнице, и его состояние здоровья нестабильное. Последние новости о певце Прохоре Шаляпине и композиторе Александре Пахмутовой. Прохор Шаляпин был направлен в следственный изолятор по обвинению в покушении на жизнь человека. Александра Пахмутова по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Шокирующим делом о нападении на Александру Пахмутову лично руководит начальник Следственного комитета товарищ Бастрыкин.